Добро пожаловать в Москву! Если вам нужно просто пересечь Москву на одном транспорте, то воспользуйтесь разовыми билетиками едиными. Если же вы хотите посмотреть Москву, погулять по Москве, то купите, пожалуйста, проездной на 1, или на 3, или на 5 дней. Это будет очень выгодно. Если же вы намерены возвращаться в Москву еще раз, то купите себе карту «Тройку». Залоговая стоимость 50 рублей. При сдаче карты «Тройки» она возвращается. Вот так выглядит единый. Причем получается все равно, на сколько он поездок. Узнать, сколько в нем поездок, возможно только приложив к желтому кругу. Вот так он выглядит. На одну, на две. Все они выглядят вот так. Это типовая тройка. Картинки бывают разные. Некоторые люди даже гоняются за разными картинками. Так выглядит. У каждой карты тройки, поскольку это электронный кошелек, электронные деньги, есть свой номер. На этот номер можно положить деньги удаленно. Или со своей банковской карты, или через приложение московского метро. Там можно зачислить деньги на эту карту. Но активировать после того, как вы зачислили деньги электронно, возможно тоже с помощью желтого круга в метро. Приобрести билетик в метро можно в кассе. Там словами объясните, как чего, а можно и в таком вот автомате по продаже проездных билетов. Здесь мы можем приобрести билеты на поездки на 1, 2, 5 на сутки, пополнить карту «Тройку», приобрести карту «Тройку» или пополнить карту «Тройку». Мы сейчас приехали, в кассе много народу стоит, как обычно, на станциях железной дороги или конечных, поэтому мы решили купить в автомате. Нам нужна одна поездка, единый, стоит 55 рублей. Платить банковской картой. Нет, мы оплачиваем деньгами. Вставляем деньги. В принципе, можно и картой. Есть терминал. Так, наш билет. Берем билетик и сдачу. Если же нам нужно билет на сутки или на 3, мы можем купить здесь же в автомате. На одни сутки 230, на трое суток 438. На большее уже записывается на карту «Тройку». Можно проверить все, что угодно. Сколько у вас поездок, сколько у вас осталось денежек на карте. Нужно приложить билет. Написано: единый билет, не более одной поездки. А также, если у нас осталась карточка, то мы можем «Тройка». Мы прикладываем «Тройку». Нам показывает, что у нас осталось 128 единиц. 128 единиц — это 128 рублей. А также здесь же активируется пополнение «Тройки», если мы ее произвели через интернет. Для того, чтобы нормально пройти через турникеты, берем билетик в правую руку и прикладываем к желтому конверту. Осталось 0 поездок. Проходим. Теперь, прокатившись на метро, мне нужно проехаться на трамвае. Трамвай, проходим в любую дверь. В новые трамваи не забываем нажимать при входе на кнопочку. Берем наш проездной. Билет с нулем не выбрасываем сразу. Если бы мы шли на МЦК, а не на трамвай, то пересадка нам была бы бесплатна. Это действует и в обратном направлении. С МЦК на метро. А теперь воспользуемся картой «Тройка». Берем «Тройку». Нам показывает, сколько снялось и сколько осталось.
Здесь действует тариф 90 минут. Следующая поездка будет уже дешевле. 38, следующая порядка 20 рублей, ну и так далее. Если же нам нужно билет на сутки или на 3, мы можем купить здесь же в автомате. Вот на одни сутки 230, на трое суток 438. На большее уже записывается на карту тройку. При прикладывании карты со сроком высвечивается срок действия билета. Чтобы не спрашивали, почему я прикладываю кошелек. В кошельке у меня вот такой брелок. Это тоже тройка. Она бывает просто тройка или вот как в моем случае совмещенная стрелка и тройка. Стрелка — это электронный кошелек для проезда в Московской области. Ну, удобно, я туда заезжаю. Есть еще кольца, на которые можно накатывать денежки, и браслеты, но это уже баловство.